Приветствую вас на моем канале. С вами Валентина Лыкина. В этом видео я хочу предложить вам связать очень миниатюрную сумочку. Ее размеры следующие. Ширина составляет 14 сантиметров, глубина донышка 6 сантиметров и высота сумочки 15 сантиметров. Для таких размеров мне понадобился всего лишь один моточек шнура карамель. Ширина ниточки в данном случае 5 миллиметров и в таком моточке 200 грамм на 75 метров. Вам потребуется крючок номер 5 для основного вязания и крючок номер 4 для того, чтобы выполнить обвязку. Кроме этого, необходима фурнитура. Например, кожаный ремешок, который регулируется по длине, два кольца карабина для того, чтобы зафиксировать их боковые части. И размер таких колец составляет внутренний размер 2 сантиметра. Замочек и клапан, на который будет фиксироваться замок. Можно использовать альтернативу. Это вот такой клавишный замок, установить на клапан. И размер такого клапана составляет 11 сантиметров на 15 сантиметров. Кроме этого, вам потребуется свеча, маркеры, ножнички. А также не забывайте о подаче нити. У меня на канале есть об этом видео. Ссылка будет в описании. И все, что касается материалов, вы можете приобрести на сайте производителей. Ссылку я оставлю в описании. Перед вязанием сумочки необходимо выполнить обвязку края клапана столбиками без накида. И только потом весь оставшийся моток вы используете уже для вязания сумки. Так остатков будет меньше. Я буду использовать крючок номер 4 для этого клапана. У меня здесь 11 сантиметров и 10 отверстий. Если у вас меньше отверстий, то регулируйте, чтобы у вас получилось минимум 10 столбиков на эту ширину. В самом начале оставляю хвостик около 10-15 сантиметров. Я его в дальнейшем спрячу в корпус сумочки и ввожу крючок в первое отверстие. Захватываю здесь рабочую ниточку и протягиваю через это отверстие. Когда мы вытягиваем с двух сторон, эта ниточка должна быть, эта петелька ровная, без каких-либо перекручиваний. Захват рабочей нити, провязываю столбик. Перемещаю в следующее отверстие и повторяю все то же самое. Главное контролировать, что не было бы у вас здесь перекрутов никаких. Так будут эти столбики лежать очень ровные. Довязываю я до конца этого ряда, провязывая в каждое отверстие по одному столбику без накида. Теперь нам необходимо оставить ниточку для того, чтобы в этой области провязать соединительные столбики, таким образом соединить клапан и корпус сумочки. Какая длина этой нити? Вы можете самостоятельно так просчитать для абсолютно любых размеров клапанов. Вы считаете точки, за которые вы будете провязывать эти соединительные столбики. Первая точка будет вот в этой области. Я начну, то есть первая точка, потом считаю между столбиками. Вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая и с краю 11 вот здесь. То есть у меня 11 точек. Значит, я беру сейчас, набираю воздушные петли 11, вяжу очень свободно. Допустим, я вот набрала 11 воздушных петель. К этой цепочке я добавляю еще сантиметров 15. Это у нас хвостик, который мы будем прятать в полотно. Далее мы эту цепочку распускаем и получаем ту длину, которую нам необходимо оставить для провязывания вот в этой области соединительные столбики. Отмерили, обрезаем ниточку, опаливаем и переходим к вязанию корпуса. В первую очередь нам необходимо связать донышко, то есть вот такой овал. Его размер 14 сантиметров на 6 сантиметров. В
самом начале необходимо отмерить вспомогательную нить. Ей мы будем закрывать все последующие ряды. Длина этой ниточки составляет около 120 сантиметров. Далее мы используем крючок номер 5. Набираем цепочку из 10 воздушных петель. Провязываем 4 ряда. Как это сделать? У меня на канале есть видео «Плотный овал». Ссылочка для вас будет оставлена в описании. Когда ваш овал готов, вы выполняете ВТО. На это у меня тоже есть видео. Ссылка будет там же в описании. И только после этого мы переходим к вязанию основного узора, то есть корпуса сумочки. Когда мы переворачиваем вязание, видим, вот она вспомогательная ниточка, вот здесь у нас рабочая. Мы будем начинать наше вязание всегда с этой точки. Там, где завершили вязание, там же мы и начинаем. И еще раз повторюсь, вот она вспомогательная ниточка, вот дужка и вот дужка. Вот под две эти ниточки мне необходимо ввести крючок. Первая ниточка и вторая ниточка. Вот таким образом. И с обратной стороны это будет выглядеть вот так. То есть я не захватываю вот эту косичку от торца донышка. То есть эти петли остаются. Я захватываю только две ниточки от дужки. Захват рабочей нити протягиваем через эти петли. Опять захват рабочей нити, провязываем подъемный столбик. Далее я переключаюсь на следующую точку, там, где у меня находятся дужки. И также за две ниточки я ввожу крючок. Захватываю рабочую ниточку, опять захват рабочей нити, провязываю следующий столбик. И так далее по всему периметру этого ряда мы должны провязать за две вот эти дужки столбики без накида. Когда вы довязали до конца ряда и у вас остался один столбик, вот на нем мы будем закрывать каждый ряд. Ввожу крючок также под дужку за две ниточки, захватываю рабочую ниточку от клубка, вытягиваю ее, остановились. Отпускаем рабочую ниточку и захватываем уже вспомогательную нить, которую мы оставляли в самом начале. Захват рабочей нити, протягиваю через все петли и полностью вытягиваю эту ниточку. Далее нам необходимо проложить вот такую же косичку, то есть петельку сверху. Я нахожу, вот он первый столбик, вот он второй столбик, сверху вот такая петелька. Под нее я ввожу крючок. Вот таким образом захватываю сюда вспомогательную ниточку, полностью ее протягивая. Лицевая сторона такой петли у меня уже готова. Теперь мне вот эту вспомогательную нить нужно протянуть в ту точку, где она вышла. То есть вот сюда. С обратной стороны находим дужку. Вот такой она на протяжении всего этого ряда находится. Это задняя стеночка от столбика. И в центр петли, откуда вышла эта вспомогательная нить. Вот так это все выглядит. Захватываем вспомогательную ниточку и протягиваем ее через все эти петли. На данном этапе ряд закрыт. Необходимо подтянуть эту петлю до того уровня, как и все вот эти верхние, чтобы она была одинаковая. Там, где я завершила вязание, я и начинаю. Вяжу сейчас за вот эту одну заднюю стеночку, то есть дужка от столбика. Под нее я ввожу крючок, захватываю рабочую нить, протягиваю ее, провязываю подъемный столбик. Далее я буду вязать все последующие ряды вот за эту заднюю стеночку. Я также ввожу крючок в следующую. Эта верхняя петля у меня остается. Я ее не трогаю. Захватываю рабочую ниточку, вытягиваю ее,
Опять захват рабочей нити, провязываю следующий столбик. Так я вяжу вот за эти дужки на протяжении всего этого ряда, только за одну ниточку. Когда вы довязали до конца ряда и у вас осталась последняя петля, в которую нужно провязать за одну заднюю стеночку, мы захватываем рабочую нить. И перед тем, как мы захватим вспомогательную, мы должны проверить ту петлю, не растянулась ли она. Это очень важно. Если у вас будет вот эта петелька, которую вы закрывали предыдущий ряд, растянута, то будет видно стыковку ряда. То есть эта петля должна быть размером такой же, как и все остальные. Когда вы удостоверились в этом, захватываем вспомогательную нить и закрываем тем способом, который я показывала ранее. Все последующее вязание будет заключаться в следующем. Мы начинаем вязать с той точки, где завершили вязание предыдущего ряда, там, где у нас находится вспомогательная ниточка. Здесь я захватываю рабочую нить и провязываю подъемный столбик. Далее по всему периметру вяжу вот за эти дужки, то есть это задняя стеночка от столбиков, и закрываю ряд тем способом, который я показала ранее. И все эти петельки будут вот так складываться красиво в косички. Если у вас сильно расширяется корпус сумочки, то возьмите меньший крючок. То есть если вы вяжете пятеркой, то возьмите четверку. Хуже от этого не будет, но не будет слишком вот так растягиваться ваше вязание. Так мы вяжем необходимую высоту, и пока у нас не закончится моточек пряжи. Я связала необходимой высоты сумочку. Здесь у меня получилось 19 рядов. И от моточка осталось вот столько. Здесь у нас 2 метра 20 сантиметров. И этого будет достаточно для того, чтобы по краю вот здесь из соединительных столбиков сделать обвязку. Я сейчас хочу рассказать, как посчитать на другие размеры. Вы просто пересчитываете в своей сумочке вот эти петли. Допустим, вот здесь у меня 40. И делаете следующее. Отмеряете сантиметров 10-15 хвостик для того, чтобы вам эту ниточку в дальнейшем спрятать. И набираете цепочку из того количества воздушных петель, сколько у вас вот здесь. То есть 40. Значит, я здесь должна набрать 40 воздушных петель. Потом я распускаю эту ниточку и эту длину я замеряю. Вот столько нужно будет оставить для того, чтобы выполнить по краю обвязку из соединительных столбиков. Согласитесь, посчитать очень просто на любые размеры. Для обвязки я буду использовать крючок номер 4, для того, чтобы немножко здесь вот этот край стянуть. Нахожу ту точку, где я завершила вязание. Вяжу я также задушки, вытянула петлю и в следующую дужку ввожу крючок, захватываю ниточку и протягиваю через вытянутую петлю, перемещаюсь к следующей точке, также задушку захватываю рабочую нить и провязываю через рабочую. То есть это уже мы вяжем по всему периметру соединительные столбики. Довязав до конца ряда, здесь у меня остается последняя дужка, я ее провязываю и теперь вытягиваю ниточку полностью, нахожу, вот она, первая петля, под нее ввожу крючок, захватываю сюда эту ниточку вытянутую, полностью протягиваю и нахожу ту точку, откуда вышла эта ниточка. Здесь вот у меня дужка, и в центр петли ввожу крючок и возвращаю эту ниточку обратно. Все то же самое, что и мы делали в рядах. На данном этапе все у нас здесь готово. Теперь необходимо обрезать эту ниточку и спрятать ее в полотно. Теперь нам необходимо зафиксировать клапан корпуса сумочки. Я нахожу
на овале серединки, складываю сумочку пополам и фиксирую маркеры на боковые части. С этой стороны и с этой стороны количество петель у вас должно быть одинаковым. Далее одну из сторон необходимо разделить пополам и от центральной точки вправо и влево отсчитать одинаковое количество петель. В моем случае на пятые точки я повесила маркер, и в итоге у меня получилось здесь 11 точек. Это столько же, сколько и точек у меня в клапане, для того, чтобы это все совместить между собой. Вот эта высота у нас у каждого индивидуальна, в зависимости от того, какую фурнитуру вот в этой области вы выбрали. У меня здесь карабин. Я буду фиксировать в эту точку. И когда переверну, здесь у меня еще добавится колечко. И вот так будет все выглядеть. Если у вас вместо такого карабина установлен замочек, то можно подняться вот на эти точки, то есть два ряда отступаете, вот сюда можно зафиксировать. Тогда он у вас, клапан, опустится, и здесь будет располагаться замочек. Вязать я буду крючком номер 5, и вот эту крайнюю петлю в обвязке клапана я полностью вытягиваю. Теперь эту ниточку мне необходимо притянуть в клапан. Вязать я здесь буду за вот эти точки, то есть в центр петли. И крючок я должна с внутренней стороны ввести таким образом, чтобы он у меня вышел над этой петлей. Захватываю сюда эту ниточку и полностью протягиваю. Подтягиваю все здесь. И теперь ввожу крючок в петлю, где у меня висит маркер. Это первая точка. Захватываю рабочую ниточку и получила рабочую петлю. Теперь я уже перехожу к связыванию двух этих деталей. Я ввожу крючок за две ниточки, то есть вот за эти петельки я буду связывать клапан и корпус сумочки между вот этими двумя первым и вторым столбиком. Ввела крючок, нахожу, вот она у меня здесь вытянута рабочая петля, вот она следующая петля, то есть следующая точка. Сюда я ввожу крючок, захватываю рабочую нить, протягиваю через корпус, затем протягиваю эту ниточку через клапан. У меня сейчас на крючке рабочая петля и вытянутая. Я провязываю соединительный столбик, просто тяну вытянутую петлю через рабочую. Перемещаю в следующую точку и повторяю все то же самое. Нахожу здесь тоже следующую, захватываю рабочую нить, протягиваю ее через все эти петли. Так мы довязываем до конца. Провязала до конца, и здесь вот, где висит маркер, это у меня уже 11 петля. Ввожу крючок, захватываю ниточку, и вот так все это выглядит. Теперь мы вытягиваем эту нить полностью. Протягиваем ее вовнутрь. Также вовнутрь необходимо протянуть ту ниточку, которую мы оставляли в самом начале при обвязке клапана. Эти ниточки мы полностью протягиваем в корпус и прячем в полотно. И вот так все здесь получилось. Теперь необходимо установить всю фурнитуру, в том числе и боковые колечки, выполнить ВТО, а также вы можете сшить в такую сумочку подкладку. Как это сделать, у меня на канале есть подробное видео, ссылочка будет для вас оставлена в описании. Я надеюсь, данный мастер-класс был для вас полезен. Присылайте свои работы, мне очень интересно, что у вас получилось. Подписывайтесь на мой канал и будьте в курсе новых мастер-классов. Благодарю за ваше внимание. До новых встреч!